Здравствуйте! В студии Макс Ивашин, на канале Piano Buy, выпуск новостей. Собственно, новость сегодня одна, и на первый взгляд она невеселая. Любезные, на дворе весна 23 года, и по понятным причинам, углубляться в тему не будем, все действительно на поверхности. Так вот, по понятным причинам новых Ямах, Коргов, Роландов, Кассио и других именитых брендов в наших краях пока не предвидится. Очень надеемся, что в один прекрасный день ситуация изменится, и искренне этого желаем вам и себе. Свято место пусто не бывает, и нишу заполняют кто? Конечно же, инструменты из Поднебесной. И вот это в результате хорошая новость. Знаете почему? Прежде всего, китайский рынок огромен. Население 1,5 миллиарда, если не больше. И производителей тоже хватает. Есть модели откровенно средненькие, есть и очень приличные изделия. Вот и мы из многого будем выбирать наилучшее. Собственно, уже этим занимаемся. И вам интересно, ассортимент большой, предложения действительно разные. И для кошелька в том числе почти все приятные. Однако подробнее про Китай. То, что ваши Ямахи, Кассио и прочее, скорее всего, сделано именно там, уже не должно удивлять. Просто отыщите ярлычок Made in и убедитесь. Но дело в том, что и нынешние молодые китайские компании тоже не появились из ниоткуда. Тут история на вырост. Мировые компании, не только музыкальные, прям все подряд, давно начали размещать в Китае производство отдельных деталей, агрегатов и тому подобное. То есть импортные мировые стандарты качества, технологий и вообще всего производственного прочно вошли на китайский рынок, там закрепились и освоились. Соответственно, те самые всемирные бренды признали, да, в Китае умеют собирать. А дальше, как говорят философы, произошел переход количества в качество. Проще говоря, скачок. Набив руку в производстве, китайцы также подтянулись в продажах, маркетинге, брендинге. И малознакомые названия из-за Великой Стены посыпались как из рога изобилия. Вот навскидку. Pearl River, Майга, Орла, Медели, Ньюэкс, Рокдейл. В наших обзорах они уже появлялись. Будут и еще. Но пока китайские товарищи только сражаются за позиции с мировыми производителями. А значит, мы будем сравнивать и делать выводы. Сегодня рассмотрим базовый инструмент. Даже так, весьма или совершенно базовый по цене. А что эта машинка представляет из себя по качеству, по функционалу?
Изучаем цифровое фортепиано Maiga MP100. Портативное исполнение в белом или черном корпусах. 128 нот полифонии, нижний допустимый предел. 4 динамика, высокочастотная отдельно, акустическая мощность 16 Вт. Весь необходимый набор: транспонирование, точная настройка, изменение чувствительности клавиатуры, метроном, запись, сопряжение с девайсами на борту. Вес 10,5 кг. Это рекордно мало. На уровне чемпионов портативных пианино от Casio. О них, кстати, еще пойдет речь. «88 полноразмерных клавиш с имитацией молоточковой механики, которые, да, постукивают, но окончание хода не жесткое, пальцы болеть не будут. К шуму самой клавиатуры примешивается, да, стук пальцев по пластику тоже слышен. Пластик не скользкий, бокового люфта, то есть просто шатания, клавиши не имеют. Тембров в эту соточку запихнули аж 200-очку. Да, их 200. Что за набор такой, если у стандартного General MIDI всего 127 тембров? Maiga добавила 30 расширенных фортепиано, синтезаторов, гитар, и подборка, и качество очень-очень неплохие. А также 60 этнических инструментов, ну, понимаете, китайских, да? Название даже не просите меня произносить. Но для тех, кто в любом виде занимается азиатской музыкой, это подлинная находка. Мало вам 200 тембров, получаете еще 100 ритмов. Как раз сотая модель, все логично. То есть в этом пианино еще и самограйка, простите, ритм-секция есть. Уровень аккомпанемента относительно мелодии регулируется. Звуки, ритмы, если уж говорить о щедрости, это про комплектацию Maiga MP100. Пюпитр прям дизайнерского исполнения. Педаль сустейна, она же правая, в комплекте, и гнездо для трехпедального блока. Наушники. Дисплейчик меньше, чем у 33-й Nokia, и тоже монохромный, но на нем отображаются даже включенные звуковые эффекты. Потрясающе информативно. Разъемы на борту. Аудиовыход и вход. 2 выхода на наушники под передней панелью, плюс гнездо для флешки. Да, можно проигрывать музыкальные файлы через динамики пианино. Вход и выход MIDI. И еще 60 демо-композиций. Богато, но недорого.
Из достойных отдельного внимания деталей. Управление по китайскому принципу. Нажали и не держим кнопку функции. Ну что ж, вспоминая новость из самого начала вот этого ролика, будем потихоньку привыкать. Подробнее об этом вот здесь, примерно на 5-й минуте. Очень интересно, Майга решила с размещением акустики. Старожилы нашего канала должны помнить даже нечто вроде дискуссии на тему, куда направлять динамики. Потому что в некоторых моделях они направлены вниз, в пол, то есть идет отражение и такой дополнительный объем. В сотке убили сразу всех зайцев. Или что там китайцы привыкли приносить с охоты. Динамики смотрят вверх, но прорези в корпусе сделаны и снизу. Меньше вес инструмента, но не это главное. Часть звучания по замыслу должна идти в помещение, а не прямо в уши пианисту. Элегантно. Вы согласны? Да или нет? Милости просим в комментарии. Про лайки и подписки также не забывайте, ибо, как было сказано в начале, у нас еще куча всего интересного для вас. И ложечка дегтя именно этой модели. Демо-композиции, по сути, не являются обучающими. То есть отключить партию левой либо правой руки такой опции нету. Точно так же в этой модели клавиатура не делится на две равные части для ученика и учителя. То есть, по сути, можно сказать, что сотая Майга не имеет встроенных функций обучения. Вероятно, расширенные возможности доступны через приложения китайских брендов. Этому мы посвятим отдельный обзор, если такие приложения найдем. Что ж, любезные, будем закругляться. Как вы смогли убедиться, базовое китайское цифровое фортепиано образца начала 2023 года вышло весьма упакованным, в смысле качества и возможностей. При цене, слушайте, мне в который раз стыдно говорить про «меньше не бывает». Ну так и есть. Майга MP100, скорее всего, вызовет вопросы у тех, кто хочет самоучиться. Функции типа «повторяй за мной» здесь нет. Остальным рекомендуется как можно шире. Весомый функционал, приемлемое звукоизвлечение, азиатский блок тембров и удивительно невысокая цена. Приходите, пробуйте, принимайте решение. Сотка от Майги является прямым конкурентом линейки CDP от Casio. Обзор этих пианино легко увидеть вот здесь. Сравнение и комментарии опять же от вас. И про другие наши соцсети не забывайте. Напоследок, как всегда, любезные, в наши непростые времена будьте здоровы и успешны!